разберем несколько основных сигналов, которые мы будем использовать в ближайший час торгового времени, и запишем эти сигналы. Итак, первая группа сигналов, которую мы будем использовать, сигналы кластер 3 buy и кластер 3 sell по тренду и против тренда. Соответственно, наша комбинация сигналов против тренда будет выглядеть следующим образом. Сила сигнала номер 1 – это ключевой уровень. Сила сигнала номер 2 – TC sell buy. Это специальный индикатор, который я разработал для определения точек кульминации движения. TC sell buy. Давайте здесь цифру 1 уберем. Нам не нужно. Это видео будет достаточно долгим, потому что мы с вами будем работать в прямом эфире, и я буду постепенно рассказывать о всех особенностях торговли в рамках системы Cluster Trader. И SS3, слабая вершина, слабое дно, и разворотная вершина, разворотное дно, как основные сигналы, да, которые мы используем. Разворотная вершина и разворотное дно. Разворотное дно. Разворотная вершина, разворотное дно. Это стандартный контртренд. Набор условий для торговли против тренда. Давайте запишем набор условий для торговли по тренду. Тоже SS3, да? Сила сигнала номер 1. Если мы, торгуя против тренда, всегда хотим видеть уровень, да, сопротивления либо поддержки, то здесь мы хотим видеть его пробой. SS1 это PU, пробой уровня. SS2. Сила сигнала 2 это откат к уровню. Откат к уровню. Это по тренду, естественно, да? Откат к уровню. И SS3 это ротация бара. SS3 это ротация бара. Либо свечи, да, ротация бара. Сейчас я вам все на графике покажу на примерах, но и потом у нас обязательно будут живые позиции. Кластер 3 buy sell, то, на чем мы с вами будем фокусировать наше внимание в ближайший час плюс-минус в этом диапазоне. Будем работать с золотом М1 и парой фунт-доллар тоже на М1 графиках. Давайте посмотрим на золото. Вот по золоту есть все признаки трендового рынка. Почему? Потому что до этого мы наблюдали импульсную волну, коррекцию, импульсная волна, коррекция. Сейчас рынок в небольшой стадии консолидации. Если мы пробьем, закроемся ниже отметки 12.71, у нас сформируется новая импульсная волна. Это будет сила сигнала номер 1. Сила сигнала номер 2 – откат к предыдущему уровню. Неважно, с какой точки будет откат, отсюда либо отсюда, это не имеет никакого значения. Коррекция, сила сигнала номер 2. Сила сигнала номер 3 – это ротация бара. Что значит ротация бара и как она выглядит? Чаще всего, когда мы торгуем трендовый рынок, любой трендовый рынок, у нас есть импульсная волна и есть коррекция. Вот эта коррекция является медвежьим трендом на микротаймфрейме. То есть это локальный медвежий тренд, или если мы возьмем обратную ситуацию, да, локальный бычий тренд. И все, что мы хотим увидеть, торгуя по тренду в направлении импульса, увидеть увядание этого тренда в направлении основного движения, в направлении импульса. Что будет сигналом к увяданию этого тренда? Сигналом к увяданию тренда будет ротация бара. Как происходит ротация бара? Чаще всего, когда цена начинает корректироваться, если на бычьей волне бары были белые, корректируясь, бары меняют свой цвет и становятся черными. И как раз таки в момент обратной смены, то есть когда, допустим, мы пришли, вот здесь представим, мы пришли к уровню, да, у нас бары были черные в момент снижения, но импульс вверх мы ждем, когда станут бары белые, и покупаем на ротации бара. Ротация бара основывается на принципе волатильности и принципе диапазона свечи. Суммирует два этих критерия и выдает нам либо черный бар, либо белый бар. Черный бар отвечает за нисходящий тренд, белый бар за восходящий тренд. Вот таким образом, когда мы видим уровень здесь и уровень здесь, мы можем использовать 50%. Рынок чаще всего реагирует на уровень 50% между двумя границами. Граница 1, граница 2, 50%. То же самое здесь, да, граница 1, граница 2, 50%. Мы видим достаточно много реакций. Здесь тест, тест. То же самое здесь.
Так, ну что, мы возвращаемся, мы подошли к мидпоинту, к центру диапазона. Мы готовимся с вами к потенциальному агрессивному трейду на sell. Мы видим TC sell, сила сигнал номер 1, мы видим ретест структуры, сила сигнал номер 2, и мы видим на эту предыдущую зону. Мы входим в позицию по британцу, селим британца от ключевой структуры мидпоинта, да, центра диапазона. Мы видим на левой стороне TC sell, затем мы видим рынок отбился, пришел, протестировал, кластер 3 sell на продажу. Теперь мы перейдем с вами вот сюда и давайте проведем все необходимые манипуляции по нашему ордеру. Take Profit мы с вами поставим в районе 30670 в этом диапазоне. Зайдем сюда. 30600. Пониже немножко. 30600. Ну, округлим. 30650 будут наши тейки. Наши стоп-лоссы, которые далеко за хай, мы можем смело ужесточить, поставить поближе. Давайте вернемся к британцу. У нас закрывается британец. Да, у нас закрывается британец. Давайте сейчас вернемся сюда. Бум. Да, мы сейчас тестируем нашу зону. Наш Take Profit. Почему-то наш Take Profit не активируется. Ну, давайте будем выходить из позиции. Выходим из позиции. 400 с копейками мы с вами имеем здесь. И теперь мы ждем новых сигналов. Посмотрим, будут ли у нас новые сигналы по британцу. Мы дошли до фиб-зоны. Здесь до этого была коррекция. Еще очень важный момент. Трейдеры, когда видят, что цена бежит в их сторону, сразу переводят в безубыток. И нередко вот такие движения их выбивают, и потом они очень сильно грустят. Я так делал очень часто, да, и в итоге вылетал постоянно по безубыткам, и цена затем шла в мою сторону. То есть не нужно быть слишком агрессивным с переводом безубыток, да, тем более, когда вы торгуете напротив сильных зон сопротивления или сильных зон поддержки. Так, ну что, возвращаемся на золото. Мы видим, золото пытается обновить лоу, то есть предыдущий минимум. Если мы телом пробьем, закроемся ниже предыдущего минимума, у нас сформируется новый импульс. И это стартовая точка. Еще раз, да, вот посмотрите, какая простая последовательность. У каждого сигнала, у каждой группы сигналов, да, давайте группа сигналов в рамках системы Cluster Trader, да, Cluster Trader System. Группа сигналов. Вот представляете, какая последовательность, да, в торговле по тренду. То есть это импульсная волна. Импульсная волна. Что значит импульсная волна? Пробой закрытия ниже предыдущего лоу. Ну, в данном случае мы рассматриваем медвежью. Здесь, кстати, уже пробили. Там мы сейчас видим, как раз рынок пробил, закрылся ниже предыдущего минимума. У нас квалифицированная импульсная волна. То есть первое, что мне нужно увидеть, чтобы действовать дальше. Импульсная волна. Затем плюс. Что сюда? Откат к уровню, да? Откат к зоне. Пробой уровня обязательно должен быть на черных барах. Вот здесь тоже важный момент. Черными барами мы пробили или белыми. Это происходит редко, когда мы пробиваем на белых барах, но тем не менее важный момент. Это позволит отфильтровать убыточные пробои, да? Или ложные пробои. Импульсная волна плюс откат плюс ротация бара. Ротация бара дает нам увядание локального движения, то есть увядание коррекции в направлении импульса. Еще раз. Основной принцип торговли по тренду на коррекции – это увядание коррекции в направлении, у нас сейчас по фунту уже данные, направление импульсной волны или импульса, да, направление ИВ, импульсной волны. Да, то есть увядание коррекции в направлении импульсной волны. Что для нас будет являться сигналом к увяданию коррекции в направлении импульсной волны, ротация бара. Этот сигнал, важный вопрос, этот сигнал
визуально продиктованный ВП. Как он выглядит, этот сигнал? Дальше следующий вопрос. Если да, то где стоп-лоссы? Где мои стоп-лоссы? Где я буду защищать свою позицию? Стоп-лоссы у нас за максимумом. Да, за максимумом коррекции или минимумом коррекции. Мои тейк-профиты по фиб-зонам. Торгуя по тренду, я не хочу ставить короткие цели. Фиб, ТП, тейк-профит. И вот посмотрите сейчас по золоту, видите, у нас потенциальная ротация. И вот это ключ. Есть импульс, есть коррекция. Я в зоне уже, я в этой зоне хочу увидеть ротацию. То есть мне нужно увядание вот этого тренда в направлении импульса. Бар белый. И вот как только бар станет черным, неважно здесь или чуть повыше, сразу sell. Понятно, да? То есть как только мы получим черный бар, мы селим. Давайте подготовимся. Мы берем тот же объем. Сейчас мы отредактируем немножко количество пунктов. Видите, да, какие у меня вчера были позиции? Стоп-лосс, тейк-профит. Просто что? Давайте здесь сейчас возьмем. Здесь мы возьмем, конечно, поменьше. Здесь мы возьмем порядка 150. Мы еще отредактируем, когда у нас будет сигнал. И здесь мы возьмем порядка 80. Ждем. То есть, посмотрите, есть все условия еще раз. Увядание, коррекция в направлении импульса. Импульсная волна – раз. Коррекция – два. И это нужно доводить до автоматизма, чтобы привыкнуть к этому событию, привыкнуть к этой группе сигналов и каждый раз реагировать на нее соответствующим образом. Приготовимся селить. Продаем. Мы продаем золото. У нас есть сигнал. Поставим наши стоп-лоссы. Они такие большие не нужны. Поплотнее. 1269.70. 1269. 1269.70. Ну, не будем жестить. Поставим вот так. Бум. Вот и все. Мы возвращаемся снова в эфир. Вторая часть обучения по системе Cluster Trader System. Если вы помните, на первом тренинге мы с вами разбирали основные модели, в рамках которых мы торгуем с трейдерами каждый день в закрытом чате. Мы с вами открывали две позиции. Один профит, один лосс. Мы их разберем чуть попозже. А сейчас сконцентрируемся на активной американской сессии, попробуем найти хорошие сигналы для входа в рынок. Начнем с золота. Британец слева. Сегодня много новостей по британцу, хорошая волатильность. И давайте попробуем капитализироваться, используя это состояние рынка. Итак, золото. Что здесь с вами мы видим по золоту? Золото справа, фунт-доллар слева. Мы видим, что золото обвалилось. У нас есть импульсная волна. Это сила сигнала номер один. Теперь мы ждем коррекции к предыдущей структуре. Это сила сигнала номер два. И затем нас интересует ротация бара, после чего мы войдем в сделку на sell. Это вариант номер один. Второй вариант. Если рынок продолжит падать и дойдет до отметки в районе 1266 за тройскую унцию, мы будем покупать уже контртрендово, используя кластер против тренда. Мы видим впервые ротацию бара, изменение цвета свечи с черных на белый. И теперь все, что нам необходимо, это дождаться увядания коррекции в направлении импульса. Еще раз, увядание коррекции в направлении импульса. Когда мы торгуем контртренда, то мы ждем увядания импульса, и нам нужно задать один единственный вопрос. Какие признаки, когда импульс увядает, что ему свойственно? Что происходит с импульсным движением, когда это движение теряет силу? Чаще всего мы видим стрелочный сигнал TC Buy либо TC Sell, и чаще всего мы видим один из паттернов. Слабая вершина, разворотное дно, и тогда уже мы входим в сделку. В общем, ждем ротации бара. Вот посмотрите, мы пришли к той зоне, о которой говорили. Структура, левее структура, импульсная волна, сила сигнала номер один, возврат к предыдущей структуре, сила сигнала номер два,
ротация бара 3. То есть как только бар сменится на черный, мы сразу войдем на sell. Бывает такое, что в процессе коррекции или уже на более глубокой коррекции, когда рынок восстанавливается высоко, мы видим стрелочный сигнал на sell. Допустим, на этом баре может сформироваться TC Sell сигнал. Что тогда делать? В этой ситуации мы можем продать сразу, либо можем дождаться ротации бара. Я предпочитаю дожидаться ротации бара, изменения цвета свечи. Как только это произойдет, я войду в позицию. Так, ну что, мы вошли в сделку на sell по золоту. Идем сюда. Мы видим наш стоп. Возьмем чуть-чуть его повыше, потому что мы на один лот сократили объем. Увеличим его и поставим чуть-чуть за high. Ну и затем начнем трейлить. То есть мы будем трейлить наш стоп, если рынок придет к этой поддержке. Вот сюда мы можем поставить сюда alert. Ну и будем потихоньку его трейлить. Теперь наши цели. Мы возьмем Fibonacci зоны. Возьмем минимум. Возьмем максимум. И вот наша цель 12.67. Возьмем инструмент и поставим цель на 12.67. 12.67. Вот таким образом, ну, с небольшим запасом. Да? Как только рынок придет к low, к предыдущей поддержке, мы возьмем и начнем чуть-чуть трейлить наш стоп. Да, потому что он немного выше изначального. Идем к британцу. И давайте продолжим планировать эту позицию. Итак, мы видим по британцу новую импульсную волну. Вот посмотрите внимательно на график. Да, у нас была до этого медвежья импульсная волна. Возвращаемся к британцу. И что мы здесь с вами видим? Мы видим новую импульсную волну. До этого у нас был ряд нисходящих импульсных волн. Импульсная, коррекция, импульсная, коррекция, импульсная. И, посмотрите, коррекция плавно переросла в новый импульс. То есть у нас новая импульсная волна, и мы видели раннюю ротацию бара, изменение цвета свечи. Теперь, чего мы ждем? Если здесь у нас была импульсная волна, коррекция, импульсная волна, допустим, ну, представим, что вот это тоже, давайте ее также отметим, все-таки это небольшая коррекция, это была здесь. Да? Импульсная волна, коррекция, то есть импульсная волна, коррекция, да, и рынок не смог. Сейчас, секундочку, я уберу все лишнее. Давайте еще раз, да, разберем британца с позиции среднесрочной перспективы, пока у нас открыта позиция по золоту. Итак, что мы здесь с вами видели? Мы видели импульсное движение, коррекцию, импульсное движение, коррекцию, но нового импульсного движения не последовало. То есть у нас по факту коррекция плавно переросла в новый импульс. Новая импульсная волна. Это сила сигнала номер 1. То есть мы пробили ключевой дневной уровень. То есть бывает такое, что мы пробиваем просто какой-то предыдущий, да, максимум или минимум. Здесь мы пробили уровень со старшего графика. Мы нарушили вот эту цепочку, да, последовательно более низких максимумов. Импульсная волна. Сила сигнала номер 1. Чего мы ждем здесь? Коррекции. Куда? К предыдущей структуре. Это будет сила сигнала 2. Осталось ответить на вопрос, где эта предыдущая структура. Мы видим структуру слева здесь. Здесь несколько минимумов. Здесь максимум. Мы можем отметить в виде такого бокса. То есть зону, куда мы ждем отката. Зону отката, так называемую. И мы начинаем строить модель входа. Если, то есть мы начинаем постепенно это склеивать. Если цена придет в район между 29 500 плюс-минус и произойдет ротация бар, то есть что мы здесь можем увидеть, то что может выступать в качестве SS3 buy в направлении импульса, то есть что будет являться критерием увядания коррекционной волны. Один из вариантов, базовый, который мы сегодня с вами используем, это ротация свечи или ротация, пусть будет РБ, ротация бара, изменение цвета свечи в этой области.
Либо, дойдя сюда, рынок начинает отбиваться и формирует ротацию. Либо комбинация из следующих сигналов. TC Buy и, допустим, новая цена закрытия. Новая цена закрытия. Это будет кластер 3, либо кластер 4 Buy. Почему кластер 4? Потому что если мы используем TC Buy плюс новая цена закрытия, это кластер 2, 3 пробой, и самооткат 4. Тогда это уже будет SS4. Не сильно отличаются они по своему качеству, в том смысле, что и ротация бара будет хорошо работать в этой ситуации, и TC Buy с новой ценой закрытия. Единственное отличие в том, что по этому сигналу TC Buy вы получите более ранний вход. То есть вы получите, как правило, самые лучшие цены в зоне поддержки. Если этот сигнал будет, конечно, здесь. Самые лучшие цены. Вот такой план. Да. Можем ли мы искать сигнал на sell? Абсолютно. Где? Где ближайшая структура? Внимание налево. Предыдущая структура. Daily. Сила сигнала номер 1. Это будет SS3 контур тренда. И также мы говорим, если цена придет сюда и сформирует для нас сигнал TC Sell на уровне плюс слабая вершина, это SS3 контур тренда Sell. Стоп-лоссы за зоной, за паттерном. Здесь стоп-лоссы за минимум коррекции. За минимум коррекции, который будет в момент входа, естественно. Вот таким образом. Тейки, если мы покупаем здесь на ретесте зоны предыдущей структуры, либо можем разбить тейки, потому что диапазон большой, 50% здесь. То есть это как раз середина диапазона между этим максимумом и этой зоной. Либо ничего не делать и брать тейки здесь. Если мы селим здесь, то наши тейки в районе этой предыдущей структуры. Вот таким образом. И это все визуально продиктовано. То есть мы не можем привносить собственное мнение. Либо видим, либо нет. Либо да, либо нет. Либо есть, либо нет. Стрелка красная, стрелка зеленая, бары черные, бары белые. Уровень есть, уровня нет. То есть то, что мы видим, а то, что мы видим, мы тому придаем значение. То есть если у нас есть TC Sell плюс слабая вершина на уровне, что это значит? Это значит, что открывай сделку на Sell. Потом возьми это и умножь на 20, 30. Найди на графике 20, 30, 40 таких случаев. Они повторяются регулярно. И выработай веру в свою методологию, в то, что ты делаешь. Только так, никак иначе. То есть это весь процессинг. Сначала ты строишь модель из визуально продиктованных сигналов. Они для тебя что-то значат в любом случае. Это значение приводит к действию. Допустим, sell или buy. Это действие ты повторяешь 20-30, чтобы стало привычкой. И затем это превращается в веру, в то, что ты делаешь. И здесь, в чистом остатке, в сухом остатке, не остается причин, чтобы нарушать правила, чтобы быть бессистемным. Таким образом, вы заменяете эмоции на последовательность действий. Эмоции всегда будут, и даже в этой ситуации, в кластерах, да, в частности, они будут вмешиваться. Но когда у вас есть устойчивая система менеджмента, управления позицией, то эти ошибки или эмоции, эмоциональные ошибки, они не будут так значимы, как тогда, когда вы бессистемны, у вас вообще нет никакого преимущества. Ни финансового, ни психологического, ни технического. Вот таким образом. В общем, вот такой план по британцу. Это уже H4 таймфрейм. Да, мы смотрим как swing трейдинг, то есть трейдинг с переносом на следующий день, на следующий, может быть, даже на следующую неделю, потому что если волатильность будет вдруг значительно ниже, чем она была на этой неделе, то, конечно, время может занять больше. Это позиция. Так, ну что, мы можем смело выходить из позиции, да, в этой ситуации. Давайте сейчас перейдем сюда. Давайте округлим, да, наши профиты. Сейчас
Мы вышли из позиции. Да. И теперь мы с вами ждем сигналов на покупку уже в этой области. Да. Напоминаю, мы здесь селили, да, после ротации бара. Опять же таки, два сценария на sell. Вариант номер один, мы можем селить после TC Sell сигнала у предыдущей структуры с новой ценой закрытия. Здесь чуть более выгодный вход, да, несколько пунктов здесь можно сэкономить. Второй вариант, то, что мы сейчас сделали, это ожидание ротации. Классический вариант на продолжение тренда. Sell здесь с таргетом 28 тиков, да, в районе Фибоначчи зоны. Только что вышли из позиции. Теперь мы ждем сигналов на buy у ключевой дневной структуры. И первое, что здесь нам потребуется, TC buy сигнал. Это сила сигнала номер один. Затем слабая, разворотная, сложная, слабая дно. Мы ждем квалифицированного сигнала по gold. Посмотрим, будет ли у нас сейчас сигнал по золоту. Ждем. Давайте чуть сделаем поближе, чтобы детально видеть. Мы у daily уровня. Да, мы ждем, покупаем. Мы берем один лот сначала. Да. Покупаем объем в один лот. И наш стоп-лосс берем. Наши стоп-лоссы. Посмотрим, где наши стоп-лоссы. Наши стоп-лоссы 12.65.90. 12.65.90. 12.65.90. Вот здесь. Это наш стоп. Окей. Наши цели. Мы будем ставить широкие цели. Мы не будем ставить маленькие тейки. Мы поставим тейки в район. Сколько у нас take profit здесь? 20, мало. Мы поставим больше. Мы поставим take как минимум на ретест нашей структуры. Это четвертый за сегодня трейд, да, который мы открыли. Напоминаю, у нас был первый трейд, первая сделка по британцу на sell здесь, cluster 3 sell. В середине диапазона TC sell, ретест зоны, таргет здесь. Мы торговали контур трендово, без стратегической основной зоны, но при этом в середине между двумя зонами. Это очень важное значение, 50%. Взяли около 450 баксов здесь. Затем у нас был трейд по золоту, где мы с вами получили лосс 300 баксов. И затем был трейд еще один по золоту, где мы взяли около 1000 баксов. Сейчас у нас был трейд, который, ну, он с небольшим объемом, поэтому если мы сделаем большой профит, мы сделаем 500 примерно, да, если у нас будет лосс, то мы минус 100 баксов, да, у нас получится. Итого, давайте посчитаем, что у нас пока за текущий день получается. Так, мы с вами имеем 450 первый трейд, профит. Да, плюс, точнее минус, да, минус 300, потом плюс 1000, это чистыми, да, мы берем с учетом всех комиссий, плюс 1000, и, ну, пока этот трейд не будем, да, записывать, итого у нас получается 150, плюс 1000, 1150 мы с вами сделали за 4 трейда. Потенциально, да, 4, там 1000 ровно, если у нас будет здесь лосс. Так, ну что, мы потихонечку ждем с вами. Мы имеем почти $300 по золоту, но мы не будем трогать. Мы не будем трогать эту позицию, да, мы можем там трейлить. Но, на мой взгляд, у нас очень большие шансы сделать все-таки те профиты, на которые мы рассчитываем здесь. Давайте пару слов про нефтяные фьючерсы WTI, потому что здесь наши трейдеры уже в позиции. Давайте посмотрим, что здесь происходило. Если вы помните, недели или 2 неделями ранее я говорил о том, что наши трейдеры планируют продавать в районе 64-60 после ротации бара, изменения цвета свечи. Ротация — это, еще раз подчеркну, инструмент, который работает
Суммируя показатель волатильности и показатель диапазона свечи, в результате мы видим, да, некую окраску бара, то есть либо белую, либо черную. Белая говорит о том, что тренд бычий, черная о том, что он медвежий. Посмотрите, каждый раз, когда мы видели ротацию по фьючерсу WTI, рынок валился, если ротация на черный, шел вверх, если ротация на белый. И сейчас впервые за долгое время, с момента начала этого года, да, до середины года, существенный бычий моментум, и сейчас мы видим ротацию бара. Так вот, как только наши трейдеры увидели ротацию бара, еще раз, это абсолютно то же самое, что мы сейчас с вами делали, разбирали в режиме реального времени, торговали только на младших таймфреймах. Как только наши трейдеры увидели ротацию бара на дейли графике, это первая индикация того, что готовься к sell-позициям. Более того, мы пробили, закрылись ниже предыдущей структуры. Затем мы перешли на 4-часовой таймфрейм и сказали себе: отлично, у нас есть импульсная волна, сила сигнал номер 1, коррекция к уровню, сила сигнал номер 2. Произошла коррекция к уровню, абсолютно. Сила сигнал номер 3 это что? То, что мы сегодня торговали по золоту. Ротация бара здесь. Вот сигнал на sell. Изменение цвета свечи. Стоп-лоссы уходят за структуру. И как только рынок пробивает предыдущий лоу, они могут двигаться либо в безубыток, либо за предыдущий максимум сюда. Почему? Потому что рынку свойственно корректироваться. Он может смело скорректироваться. Да. Поэтому мы можем ужесточить сюда, не в безубыток. Иначе мы можем вылететь сразу на коррекции, а за хай. Соответственно, где наши цели? У нас есть предыдущий лоу. У нас есть статичный хай, который уже не изменится. Куда цена может пойти, если медвежий рынок продолжится? Неважно, после коррекции сюда, либо сразу 60 плюс-минус в этом диапазоне. Это цели фиксации прибыли. Теперь, если здесь sell, плюс-минус, он может быть чуть повыше, чуть пониже, потому что после ротации нередко мы видим небольшое восстановление рынка, но это не принципиально. Возьмем по той цене, где была ротация здесь. Это наши таргеты, первые таргеты. Да. Основные таргеты еще ниже. Следующая Фибоначчи зона, внимание налево, предыдущая структура, вижу или нет, абсолютно. И это, обратите внимание, один в один трейд, который мы с вами совершали по золоту дважды. Да. Одно и то же абсолютно. Наши стоп-лоссы здесь, но после того, как цена пробивает уровень, они уменьшаются до сюда. И уходят сюда за этот лоу, точнее за этот хай. Первая цель здесь, основная цель здесь. Следующая. Посмотрите, какое у нас соотношение. Даже если мы берем стандартное соотношение. 150 на почти 500. Да. Более того, когда мы сократили наши риски, у нас 60 на 500. Еще раз, не обязательно брать вторую цель. Да, у нас есть основные таргеты здесь, в этой зоне. Более того, если мы посмотрим налево, мы видим предыдущую структуру. Вот здесь. Да, чуть-чуть пониже. Да? Вот она, предыдущая зона. То есть очень вероятно, что если рынок продолжит снижаться, первая остановка будет здесь, следующая здесь. Вот таким образом. То есть мы впервые видим пробой закрытия ниже какого уровня? Дейли уровня. Видите, дейли уровень поддержки. Коррекция. То есть мы видим начало, возможно, начало медвежьего рынка. Да? Или более глубокой коррекции от вот этого всего большого движения. Понимаете, да? Более того, в этой ситуации мы можем взять и перевести позицию вовсе в ноль. В общем, вот такой у нас план по фьючерсу WTI. Будем с вами торговать в прямом эфире. Подключайтесь в закрытый чат и встретимся на онлайн-торговле. Пока!